500 000 человек, мои подписчики. Это большой город. И у нас с ними разные взгляды на жизнь сейчас. Ничего плохого в том, чтобы устроиться в главной новости страны, не было. Политика стучится в ваши окна и двери, ребята. Это не отдельная какая-то хреновина для других людей. Очень сложно не знать правду, когда ты работаешь в новостях. Грубо говоря, я солдат, а редакция воюет вот с ним. Все, значит, мочишь его. Я не могу делать то, во что я не верю. Я до сих пор в ушах это все равно я стану. Это должна была быть песня группы «Тату». Между мной и моими слушателями огромная пропасть. Выходя на следующую сцену, я не хочу больше их видеть. Значит ли это, что с музыкой ты завязала? Страна изменилась, президент заболел, на каком мы свете находимся, что дальше, красная кнопка, в чьих руках, что будет, ла-ла-ла. Я не пытаюсь повесить ответственность за это на своих сограждан. Я четко адресую это власти. У тебя там вопросы? Да. Ну как же я без вопросов-то? Я же растеряюсь. А ты пишешь себе вопросы? Нет. Значит, я одна. Нет, ты не одна, Дудь. А я не знаю, пишет он тебе или нет. Конечно, пишет, он там смотрит их в телефоне также. Вот. Вот мы с Юрием люди с короткой памятью. Нет, я, честно говоря, говорю, что я запоминаю тексты очень, прям здорово. Поэтому мне просто не надо. Я, когда готовлюсь, у меня в голове условно звучат вопросы, я их помню. Для нашего большого разговора нам нужно выбрать цвет. Блин, а я не знаю, какой цвет. Любой. Надо выбрать цвет, на котором хорошо мы будем с тобой смотреться. Да. Мы в синем, да? Мы в синем, вы в сером. Я в синем тоже, Катя. Ладно. Просто у тебя ярко-синяя, а у меня темно-синяя. Мы с тобой будем хорошо смотреться на... давай на светло-сером. Тогда будет серый. Поехали. Тебе скоро 50 лет. Да, через год. Ты боишься этого возраста? Нет. У тебя нет ощущения, что время как будто бы немного ускорилось? Нет. И твои ожидания от жизни не изменились с февраля 22 года? Изменились еще как. У меня, вся картинка рухнула. И что у меня забрали с начала военных действий? Я, как рыба, которая чувствует, но не говорит. Я не могу объяснить, как этот механизм работает. Но я человек, который движим картинками будущего для себя. То есть, когда мне хотелось петь, у меня была картинка, что я стою, пою, передо мной стадион, меня слушает. Мне нужно себе представлять, чтобы туда идти. Там, например, начинаешь YouTube и я думаю, классно будет, пусть у меня будет 1 миллион подписчиков, плюс меня смотрят миллионы людей. Я прям даже в каких-то видео об этом разговариваю. Что я хочу, чтобы миллионы смотрели, потому что такие классные истории, давайте смотреть, ребята. И меня это двигает. Знаешь, когда у меня 10 000 подписчиков, то до миллиона довольно далеко. И очень хочется туда прийти. Эта картинка меня, ведет, манит. Мне убили мои картинки. Прям они так посыпались, знаешь, как штукатурка. Все. Я ничего не вижу. Только сегодняшний день. А чего ты хочешь? Я хочу, чтобы у меня прошла голова. Я хочу найти решение. Что мне делать? Я хочу увидеть свой дальнейший путь. Я пока не понимаю. У меня кризис. Я не знаю, что мне делать. Я хочу узнать. Пока не знаю. Мы с тобой давно договаривались об интервью, как говорится, еще в довоенное время. Да. И прежде ты всегда зиму проводила в Крыму. Угу. Не ломало ли тебя, что Крым теперь русский, был прежде украинский? Меня вообще не ломало, потому что мне бы, конечно, больше нравилось, если бы он продолжал оставаться украинским, как это было раньше, потому что я человек, который проводит зиму в Крыму, много раз это было. Много, 3. То есть после 2014 года ты все равно продолжала ездить? Смотри, у меня была зима в Крыму, тогда, когда Крым был украинский, мне было хорошо. Вообще отлично мне было. Цены были низкими, рубли отлично позволяли себе в Крыму жить. Мне все нравилось зимой. На моих глазах произошла аннексия Крыма. Ты была в Крыму? В этот самый момент, да. Это прямо на моих глазах все происходило. На моих глазах все люди вокруг одобряли. Они думали, что они возвращаются в Советский Союз, и они были реально... то есть я знаю, что были люди, которые были против, но мамой клянусь,
все те, кто мне встречался, были за. Они выходили с приветственными флагами России. По доброй воле, их никто не организовывал. То есть, если меня спросить мое ощущение от того, хотели ли крымчане стать частью России, так по мне, да, хотели. Но ты не встала и не уехала в тот момент. Почему мы уехали? Мы прям ровно уехали в этот момент, когда это происходило. Ну, не потому, что у меня был какой-то протест, просто мало ли, танки бы вошли. Мы гуляли по Воронцовскому парку, я помню, ночью, и он в этот момент, когда вот происходило все, наполнился солдатами. Да сроду такого не было. Ночью под кустами солдаты. Ну, эти зеленые человечки. Ого, сказали мы, валим. Ну, то есть все там закончилось очень мирно, насколько я помню. Но это было не очевидно. Мы сразу уехали, потому что, а если не мирно? Не хочу. Вот. И вот мы были этой зимой там. И я лично, видишь, я вообще не ведусь на чьи-то убеждения. То есть, типа, плохо быть в Крыму, когда он русский, если ты не одобряешь действия власти. Почему? Мне все равно. То есть, мне как потребителю все равно в данном случае. Это тот же Крым, в который я и так езжу. Ну, можно меня осуждать за это, конечно. То есть, если бы он в этот момент был бы украинский, мне было бы также точно одинаково нормально. Я в Крыму как турист. То есть, хозяева вокруг меня имеют украинское гражданство или российское, мне реально все равно. А сейчас вы были в Крыму, когда началась? Да, в Крыму. Вы не уехали? Не. Остались? Да. Как там люди воспринимают происходящее? Ты знаешь, у меня есть ощущение, что есть места, где ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Ну, то есть, как будто ничего не меняется. Там даже магазины все на тех же местах. Все та же Гуля печет чебуреки. Как вот и пекла в каком 14 году. Это же Гуля, эти же чебуреки. Мне кажется, ну, по крайней мере, когда мы там были, а мы были чуть ли не там были февраль и март. Мы там были еще месяц после начала военных действий. И то есть, мне кажется, туда не особо что-то докатилось. Ну, по моим наблюдениям тогда. Сейчас я не знаю. Ну, я думаю, скорее, может быть, про то, что у людей, которые там живут, или у тебя, которые там внутри находятся, складывается какая-то картина из того, что вот если бы не было 2014 года, то не было бы и 22-го. Я не знаю, как эти механизмы работают. Вот знаешь, у меня приятель делал фильм про войну в Ираке. И он прям по дням показывал, как все... Мне бы не хотелось употреблять это слово. Моя, например, аудитория не любит неформатной лексики. Они, например, вот мат воспринимают категорически отрицательно, хотя, казалось бы, YouTube, да? Короче, я скажу слово «скурвилось», да? Хотя это вроде бы не мат, но тоже так себе, не литературное слово. Ну, в общем, с каждым днем все больше и больше курвилось, как снимал мой друг «Войну в Ираке». Сначала просто какое-то посольство ограбили, по-моему, американское, которое так опустело. Ну, просто вынесли технику из пустого посольства. Условно, на третий день начались грабежи у соседей. То есть то, что было непредставимо вчера, стало представимо сегодня. Вот так действует война. То есть у людей с каждым днем все больше и больше развязываются руки. Человек, который был не готов убивать неделю назад, проходит путь изменений, трансформации. И на 7-й, условно, день там он уже убивает. Возможно, что забрав один кусок и ничего не получив за это, Кремль понял, что может продолжать и делает шаги дальше. Возможно, это так работает. Есть этого ощущения в Крыму? Да нет. Это твое внутреннее? Да нет, там вообще ничего. Ну, это тот же Крым, что и был в 2014 году. Смотри, я же не говорю про Крым же большой. Я четко бываю в Алупке. Маленький городок, там вся жизнь вокруг Воронцовского дворца, вокруг Воронцовского парка. Я, собственно, тоже живу вокруг Воронцовского парка, там, всю дорогу. И ничего не поменялось. Возможно, со времен Воронцова. Шутка. Ну, короче, там просто все, жизнь остановилась в какой-то свой момент, и, возможно, она там варится у кого-то где-то внутри, но это все то же место. То есть там ничего не происходит. Жилось нам удивительно хорошо. Даже Левитан и тот перестал хандрить, и настроение это стало отражаться на его картинах. Так писала о жизни в Плёсе Софья Кувшинникова, художница и возлюбленная Исаака Левитана. А Антон Чехов, когда впервые увидел волжские пейзажи Левитана, сказал ему: «Знаешь,
На твоих картинах даже появилась улыбка. Левитана и Кувшинникова познакомил как раз Чехов. Писатель сам привел друга в московский салон жены полицейского врача Кувшинникова на Хитровке. А спустя несколько лет написал рассказ «Попрыгунья» про легкомысленную жену врача, изменившую мужу со знаменитым художником. За это Левитан чуть не вызвал друга на дуэль и надолго перестал с ним разговаривать. Ну а в «Плёсе» Левитан и Кувшинникова действительно провели 3 по-настоящему прекрасных и буквально вошедших в историю живописи лета. «Вечер. Золотой Плёс», «После дождя. Плёс» и «Тихая обитель». Все эти пейзажи были созданы здесь. О романе 2 художников, продлившемся 8 лет, сегодня напоминают не только картины. 2 лета подряд они останавливались в мезонине особняка купца Солодовникова. Теперь здесь дом-музей Исаака Левитана. Неподалеку на набережной можно найти скульптуру «Дачница», чертами лица напоминающую Софью Кувшинникову. А чуть дальше, на горе Левитана, памятник художнику с этюдником. Левитановские виды на Волгу никуда не делись, а подобрать оптимальный вариант для размещения в Плёсе, чтобы насладиться этими видами, удобнее всего через One2Trip – приложение, в котором больше 2 миллионов отелей как в России, так и за рубежом. Сделать это можно очень выгодно, со скидками до 37%, если сначала здесь же приобрести билеты и забронировать проживание в течение 5 дней после этого. И сайт, и приложение One2Trip по-прежнему работают в России и принимают к оплате все российские банковские карты. Более того, у One2Trip есть специальная travel-карта с большим кэшбэком. При оплате ею в приложении вы будете получать до 15% кэшбэка с каждого бронирования. О ней я вам уже рассказывала. Она выпускается за 1 минуту прямо в приложении по номеру телефона. Переходим по ссылке в описании, скачиваем приложение One2Trip, выпускаем себе карту с большим кэшбэком и путешествуем с выгодой. А ты давно вообще была у Останкина? Вот, знаешь, припоминаю, пытаюсь припомнить и не могу. Что-нибудь ёкает сейчас? Вот ты смотришь телецентр, башня. Все ёкает. Это как бы мое прошлое. Это одно из, как сказать, любимых, нелюбимых мест, потому что с точки зрения города я это место не люблю, потому что мне кажется, что башня хреначит каким-то излучением нездоровым. Вот. А воспоминания о работе в программе «Время» я люблю. Что должно быть в голове у человека в конце 90-х, когда он идет работать на Первый канал? Слушай, смотри, это была хорошая очень карьера, потому что я человек, приехавший из Вологды. Переезд мой был связан с поступлением на журфак МГУ. Вот. И как-то сразу на первом курсе у нас ходили люди, искали себе людей на НТВ. И какой-то соседний курс очень массово ушел работать. Мне тоже хотелось куда-то в хорошее место попасть. И благодаря моему дипломному руководителю, значит, кассета с моими вологодскими репортажами попала к какому-то прекрасному человеку, который взял и отнес ее в программу «Время», которая тогда снова возродилась с Ариной Шараповой. Ничего плохого в том, чтобы устроиться в главной новости страны, не было. И наоборот, это было прекрасно. И человек, который учился на журфаке, прям вот, это была моя мечта. Как была устроена работа на Первом канале? Было много корреспондентов, было много корпунктов прекрасных. Были корпункты, которые выходили в эфир условно раз в год. Например, был корпункт в Бразилии, который выходил раз в год, получал зарплату каждый месяц, но он сделал сюжет 1 раз в год. Класс. И они выходили с сюжетом о карнавале. И буквально вот я помню, в момент моего прихода стали эти корпункты массово закрываться. Типа корпункт в Никарагуа, где работал тогда, там, когда-то незадолго до этого Анпилов. Вот. И были такие корпунктики просто везде. Тогда, как я помню, говорили, что программа «Время» вещает вообще на все континенты, кроме Антарктиды. У меня было ощущение, что я часть какой-то гигантской махины, ну, что правда. Вот. И у меня как-то там стремительно сделалась карьера. Ну, случайно, благодаря болезни президента. Вот, там, ну, не этого президента, а президента Ельцина. А предыдущего. Сейчас уже все осмотры и медицинские процедуры для президента на сегодня закончились. Врачи считают, что желательно в его состоянии, чтобы к этому времени он уже спал. Я стажер, сижу, времени, кажется, 8 вечера, в 9 вечера эфир. Все приличные люди
штатные корреспонденты уже что-то делают на эфир, а нас на всякий случай держали 2 стажеров. Вот вы сидите до программы «Время», вот если ничего не случится, идете домой. Мы как дураки сидели, ничего не делали целый день. Вот. И тут, значит, в 8 вечера приходит новость, что Ельцин заболел, у него сердце, значит, и нужно немедленно кого-то послать, кто поедет к лечащему врачу, который вот скажет, что президент болен. Вот так на всю страну обрушит эту новость. И на самом деле немного было работы, просто записать интервью, но надо было это сделать быстро и как надо. И пришел наш руководитель отдела и смотрит, 2 тени сидят, плюют в потолок. Одна тень, значит, в костюме, это я, а вторая тень как-то не по штату одетая. Он говорит, так, все, ты быстро и поезжай. Все, решил костюм. Ну, это не такой вот, как сейчас, а нормальный корреспондентский костюм, там что-то пиджак, вот. В общем, нормальная одежда для интервью. Вот, значит, мы бегом поехали, записали интервью, приехали, его выдали в эфир. Ну, то есть все, страна изменилась, президент заболел, там, на каком мы свете находимся, что дальше, красная кнопка, там, в чьих руках, что будет, ла-ла-ла. Вот. И там, значит, на следующий день там, глава отдела корреспондентов, он думает, так, кого же послать продолжать эту тему? А вот человек вчера же ездил, пусть. Как закусило штатных корреспондентов, что вот этого кого-то неизвестного стажера посылают. Ну, в общем, меня и посылали, и посылали, и посылали. И все, и давали эту тему. И как-то меня так раз быстро взяли в штат. Вот. А что ты про себя думал? Ты каким корреспондентом хотела быть? Да вот каким-то вот таким, который снимает вообще все самое главное. Все самое важное. Вот все, что самое важное происходит, вот я это снимаю. Мне как-то так это себе представлялось. Но в какой-то момент ты оказываешься на войне. Ну да. Да, вот, ты выглядишь в кадре, прости, как черепашка-ниндзя. То есть ты стоишь такая маленькая, у тебя бронежилет где-то вот здесь из-за головы еще. Это не бронежилет. Это, значит, была такая мода, я не знаю, но, по-моему, судя по съемочной группе, она или закончилась, или это только у телевизионщиков сохраняется. Короче, съемочная группа ходила в таких жилетках со множеством карманов. И это не бронежилет, это жилетка звукорежиссера. То есть у меня просто была футболка какая-то, по-моему, с какой-то неприличной надписью. И мы думали, что нам нужно срочно на эфир надо было выдавать. И у меня не было, опять, знаешь, возвращается к подходящей одежде. У меня ее не было. И мне нужно было срочно закрыть свою футболку чем-то. И мне звукорежиссер отдал свой жилет. И я стою в огромном жилете огромного звукорежиссера, который с множеством карманов. Смотрится как бронежилет. Это просто жилетка. Там распиханы эти провода, какие-то там у них батарейки. Вот это. Романтика военной съемки, она захватила тебя? Потому что она обычно очень так действует и на девушек, и на юных. Ты знаешь, вообще это не была настоящая военная журналистика, я так считаю, потому что я знаю настоящих военных корреспондентов, там Антона Степаненко, там Дим Киновский постоянно снимает на Первом канале, мой там приятель, всякую войнушку. Это другая профессия, другой опасности, потому что в моем случае это была такая же съемка, как любая другая. Просто сейчас новости на войне. То есть вчера новости были там в Большом театре, позавчера новости были в Кремле, а сейчас новости на войне. И поэтому это просто в рамках разовых или там месячных командировок, а вовсе не профессия. То есть я не то, что я обесцениваю, это, конечно, нормальная настоящая война, и даже там 2 войны было в моей биографии. 2 войны, но с разных сторон, с албанской и сербской была Балканская война, вот. И это немножко не то. То есть это просто все равно командировки, там длиной в месяц. Причем, скорее всего, в этот момент уже я нахожусь не там, где стреляют, а где-то недалеко, где беженцы, или где, где лагеря, или где там мирные жители уходят. Ну, то есть не прям где месиво. Толпа за моей спиной – это люди, которые собираются ехать из Ингушетии в Чечню. Примерно здесь их проходит в день около 1500. Но впечатление на тебя какое-то это производило? Это как-то меняло тебя? Меня это не меняло, надо сказать, Кать. Мне было просто прикольно, и важно было не оказаться в неприятной ситуации, потому что мы чуть было не пошли с оператором по минному полю там однажды. А давай пойдем так короче. То есть мы были прям дураки. И мне было прикольно, это была моя работа, мне нравилось все делать профессионально, хорошо. У меня всегда были небезразличные люди, которых я снимаю. Вот. У меня всегда было представление о моей правоте. Во время съемок, даже если она расходилась, на самом деле, с точки зрения редакции, мне практически всегда удавалось дожать свою точку зрения. Что значит моя правота во время съемок? Ну, например, была Чеченская война, и беженцы пошли массово в Ингушетию. Мы делали с приграничной прифронтовой зоны репортаж о чеченских беженцах. О том, как им нужна помощь, о том, как они живут, о том, как ничем совершенно не пахнет в поезде.
Хотя, казалось бы, в стандартном среднестатистическом российском, известном мне там плацкартном поезде Вологда-Москва пахнет зверски потом. Вот, летом особенно. А тут мы снимаем летом в поезде, где люди живут всегда своими семьями, и там ничем не пахнет, вообще ничем. Парнишка, который у нас был, сопровождал нас, чеченец, он сказал: да это не покажут. Я говорю: а вот спорим, покажут? Показали, конечно. В поезде, что стоит на приколе, лагере «Северный», больше 100 вагонов. Мыться, воду греешь, в туалете из ведра поливаешься и все. Как корреспондент, работавший в лагерях косовских беженцев в Албании, могу сказать, что ситуация там и здесь очень похожа. Даже неразбериха в начале и потом постепенно налаживающаяся жизнь. Как бы ни назывались эти люди, временные переселенцы, мирные жители, гражданские лица или просто беженцы, где бы все это ни происходило, им нужно одно – помощь. Сталкивалась ли ты на Первом канале с цензурой? Конечно. Конечно. Во множестве разных видов. Конечно. Как это выглядело в той России, которую принято считать демократической? Правила игры такие. В этот период времени для нас есть пинаемый персонаж под названием Лужков. Все, программа «Время» с ним рассорилась, уж я не знаю почему. Все, то есть теперь мы его рисуем только в черных красках. Это прямо указание? Прям указание, это прям все знают, это прям вот четко прослеживается, и прям все, что не делаем, все в черных красках. Вот. Или, например, я сейчас не могу, то есть не берусь вспомнить, как политиков середины 90-х уж в таком количестве. Но, к примеру, вот этот вот известен тем, что он совершил вот это вот неприятное вот действие, и поэтому мы его мочим. Тебе самой доводилось мочить, допустим, Лужкова? Мне доводилось сделать неприятный репортаж про Лисовского. Мне совершенно... Я его вообще не знаю. То есть это просто в рамках политики редакции, что вот сейчас ты сделаешь такой репортаж, и там будет про него вот какой-то перечень неприятных фактов. Возможно, даже правдивых, но у него была цель, у этого сюжета. То есть это было в рамках кампании. То есть, грубо говоря, я солдат, редакция воюет вот с ним. Все, значит, мочишь его. И так все? Да. Кроме корпунктов в Бразилии. Они нет. В какой момент ты понимаешь, что это не твое? Когда-то тогда, когда началась война компроматов, знаешь, когда начались выборы, когда по коридорам Останкино ходили работники пресс-служб всех кандидатов и покупали журналистов. Как покупали? Буквально деньгами. То есть, ты идешь, тебе подходит, не знаю, кто-то и говорит: здравствуйте. Нет, тебе говорит какой-нибудь твой приятель там: слушай, там вот ходит там Петя, из пресс-службы такого-то, вот он бы хотел с тобой поговорить. И Петя, значит, отзывает тебя, и у них часто были то ли офисы, то ли что, прям там. Вот. И во всяком случае люди Явлинского точно там были. И у кого-то из них был то ли его собственный кабинет, либо его собственный был офис, либо он там проводил время, я не знаю. Вот. Но там в любом случае был сейф с деньгами. Вот это я знаю. И мне стало понятно, то, что происходит, это кошмар. И я вот в нем участвую. Тебе предлагали? Мне предлагали, да. От Явлинского? Да. И ты отказалась? Нет. А тебе стыдно за это? Ты знаешь, нет. Потому что, то есть, конечно, это не круто. Но в рамках системы координат моей тогда это было ничего. Но очень скоро стало уже позорно. То есть пока до меня не доходило, это было ничего. Но и до меня тут же сразу дошло, что это позоруха прям. Прям позоруха. Вот. И причиной моего хода стало не это. Не то, что это позоруха. Это был как бы кирпичик. Кирпичик, который показывал, насколько все цинично тут. Тут просто нет хороших. Потому что просто приличных людей не было ни одного. Даже тот, про кого ты думал, что он приличный, он на самом деле совершал действия достаточно стыдные. Представьте себе такую картину. Даллас, начало 90-х, автомобильная парковка, предрассветное утро. Тихие серьезные люди в темноте расставляют стенды с компьютерными деталями. И тут на парковку въезжает грузовичок с молодыми парнями, которые полночи провели в баре неподалеку, еще не припарковавшись. Они начинают кричать: «Продаем материнские платы! Гарантий никаких,
Зато всего $10 за штуку. Грузовик тут же обступает толпа, причем многие подходят просто, чтобы поглазеть на веселых парней. Так торговля на субботнем рынке электроники начал свой путь в бизнес Мэтт Ратлидж, будущий основатель сайтов Wood и Meh. Wood.com – это первый в истории интернет-магазин распродаж, работавший по системе один товар в день, но по сильно сниженной цене. Wood появился в 2004 году и сразу же оброс фанатами по всей стране. И дело даже не в том, что на нем продавалось, а в том, как это делалось. На Wood обычно заходили просто почитать, как копирайтеры пошутят про газонокосилку или какой-нибудь кусок сыра. Да, на них тоже случались распродажи. Каждое описание напоминало расшифровку стендап-концерта, и это работало. В итоге компанию в 2010 году за $110 миллионов купил Amazon. А Ратлидж через несколько лет основал Meh.com, такую же платформу, какой когда-то был Wood, со смешными описаниями, товарами, появляющимися и исчезающими в полночь, и огромным сообществом покупателей, которые веселится в комментариях. Ловить скидки – это всегда интересный аттракцион, но еще важно, чтобы это было действительно выгодно и удобно, а товары были качественными. Я уже рассказывала о клубе распродаж Чики-Рики. Там скидки на классные вещи есть абсолютно каждый день. Купить можно одежду, обувь, предметы для дома, и все это дешевле, чем на крупных маркетплейсах. Все распродажи на Чики-Рики закрытые, но получить к ним доступ легко. Достаточно зарегистрироваться и отметить понравившиеся вам акции звездочкой, и у вас в ленте регулярно будут появляться предложения в соответствии с вашими вкусами и интересами. Предпочтения по брендам и фасонам приложение тоже учитывает. Стоит один раз заполнить размерный профиль, и вы будете получать предметные предложения по брендам и размерам, которые будут выглядеть на вас лучше всего. Предложения здесь краткосрочные и обычно длятся не дольше недели, зато скидки, как на сезонных распродажах, от 30 до 90%. А еще на Чики-Рики можно купить подписку. Она стоит 249 рублей в месяц, но, учитывая размер скидок, окупается буквально с первой покупки. Переходим по ссылке в описании, регистрируемся в клубе распродаж Чики-Рики и занимаемся шопингом с выгодой. Видишь, очень сложно не знать правду, когда ты работаешь в новостях. То есть, грубо говоря, мы с утра знали, что вечером будет дефолт. Вот. Когда кого-то назначают, ты с утра знаешь, кто это будет. Ну, никто не знает, как бы, да, в стране. И ты еще даже об этом в новостях не объявил. Но уже понятно, что будет вот он. Вся страна думает, что он классный, передовой, демократичный, прекрасный человек. А в это время его пресс-служба покупает тут журналистов за какие-то... Ну, тогда за валюту все продавалось. За какие-то там $1000. Раздает. $1000, не сотни, а тысячи прям. Тысячи, да. Раздает прям, покупает. Вот. Причем НТВшных тоже. На всех телеканалах. Ну, не он сам, конечно, его люди. Но это то же самое. Твои люди – это ты. Закон менеджмента. И этот белый пушистый человек, он не пушистый. И у меня была точка зрения долго, что все козлы. Основанная на фактах. В какой момент все-таки ты принимаешь решение уходить, и ты говоришь, что не поэтому? Не поэтому, после взрывов. Взрывы домов? Да. 99-й год? Угу. Почему? Очень страшно. Мне стало понятно, что власть в стране перестала иметь человеческое лицо, вообще какое бы то ни было, иметь оттенки, и что им плевать на человеческие жизни, потому что была очень убедительная версия, которая четко ходила в редакции, что взрывы домов в Москве совершает ФСБ. Для того, чтобы получить повод, одобрения людей, вы посмотрите, какие гады взрывают наших мирных жителей. Вот, значит, за это мы их разбомбим и сотрем с лица земли. И это прекрасная, как мне кажется, и сейчас ФСБшная операция. И мне стало понятно, что, нас ФСБшник руководит страной, все будет очень плохо. То есть ты хочешь сказать, что в редакции новостей Первого канала люди на полном серьезе обсуждают, что взрывы домов 99-го года в Москве организованы властью? Да. И при этом они работают на государственном канале? Да. Но это же шизофрения. Ну, знаешь, смотри, ты же не можешь работать в новостях на государственном канале, если у тебя нет большой степени цинизма. То есть ты можешь работать в новостях, только если ты циник.
Ну, кажется, это только сейчас наступило. Не, так тоже было. Так и раньше было. Прихожу я к руководству. Говорю, ребят, не могу снимать весь этот кошмар. Это прям ужасно. Не хочу. Прям вот этими словами говоришь? Да. Правда, этими словами. Прихожу, говорю, ребят, не могу снимать этот кошмар, это прям ужасно, это ваша политика, вот мне где. Они говорят, что ты хочешь снимать? Я говорю, ну, давайте я сниму зоопарк. Они говорят, иди снимай. Взрывают дома в Москве, а ты собираешься идти снимать зоопарк. Да. Репортаж этот, кстати, есть. Можно зайти на сайт Первого канала, там задать «Погребищская зоопарк», он будет. Опекать животных можно не потому, что им нечего есть, а потому что такая любовь действенная и в конечном счете может вылиться в дополнительную связку бананов или ворох сена. Ирбисов или снежных барсов опекают таможенники. Об этой благородной самке ягуара заботится Институт благородных девиц. Жираф Самсон просто обозреватель «Новой газеты». Там какая-то любовь между кенгуру и каким-то четвероногим. Несчастная любовь. Там они лежали грустные, очень трогательный репортаж. Вот. Дальше возникает длинная пауза, потому что я же не могу снимать каждый день зоопарка, а мне важно работать. Я что-то не снимаю, неделю не снимаю, месяц не снимаю. Прихожу к руководству и говорю, а что, я долго буду не снимать? А ты же не хочешь снимать политику, а мы же новости. При этом тебе платят зарплату. Платят, да. Я говорю, а я вообще уйду. Они говорят, ты иди подумай, мы тебя будем ждать. И год платили мне зарплату. Ну, то есть мы ходили тогда получать деньги в кассу, мы ходили ногами, как в кино в советском, в окошко, раз в месяц. И мне надо было приходить вот в это здание раз в месяц в окошко и вместе с журналистами, которые работали, в отличие от меня, в редакции что-то снимали, а я уже нет. Немножко косо они на меня смотрели. Вот человек, который получает зарплату каждый месяц, ничего не делает. А через год мне руководитель отдела корреспондентов сказала, разрешили тебе уволиться. В твоей книге «Исповедь четырех» есть посвящение. И первая фраза, может, ты вспомнишь сама? Конечно, нет. Ты благодаришь маму. И благодаришь ее такими нежными словами, что мне захотелось спросить, а что у тебя за мама? Мама супер человек у меня. Я ее очень люблю. Она прекрасна. Прекрасная мама. Вы вместе живете? Нет, мама живет в другом государстве. Мы с мамой вообще не виделись 4 года из-за пандемии. Вот. Я надеюсь ее увидеть. Сейчас вроде бы уже свободны перелеты. Мама действительно всегда меня поддерживала. И я такой человек, в которого родители всегда верили. Мне кажется, поэтому у меня получается все, что я по-настоящему хочу, и все, что мне по-настоящему важно, у меня всегда получается. Ты училась или начинала работать в Вологде, а родилась ты в Ленинградской области. Что это за переезд? А у меня просто отец военный. Отец военный, военный врач. И мы переезжали из гарнизона в гарнизон. Поэтому родили они меня... меня мама родила. Почему я говорю, родили они меня? Потому что у мамы начались роды. Отец вызвал зелененький батон военный, медицинский. И они повезли маму со мной на подходе из военного городка, в то место, где был роддом. И пока они везли, мама меня родила ночью в лесу, там на дороге, отец принял роды. Что не было прям пипец как сложно, потому что он все-таки был хорошего уровня врач. В общем, они меня родили в лесу, на дороге, в военной машине, которая так и не довезла меня до роддома. Папа жив? Нет, он умер. Ты сейчас его вспоминаешь? Я его каждый день вспоминаю, потому что когда я начинаю говорить жестко с ребенком, это мой отец. У меня, любого другого человека, когда у человека рождается ребенок, то мы начинаем обращаться со своими детьми так, как наши родители обращались с нами. И этот процесс, он неосознанный. Он в нас впечатан. То есть я начинаю проговаривать фразы, которые, казалось бы, мне я не знаю. То есть поведение наших родителей записывается на нашу подкорку. И мы так себя ведем с детьми, когда мы теряем контроль, как наши родители вели себя с нами. Вот так возникает желание ударить своего ребенка, потому что в такие моменты мама тебя била или папа тебя бил. Так вот, мой отец, он, с одной стороны, меня очень уважал и очень в меня верил, с другой стороны, он вел себя со мной очень жестко. И я каждый день вспоминаю своего отца, потому что я пытаюсь вести себя в сложных ситуациях жестко с ребенком, и я все время себя отдергиваю и понимаю, что это мой отец. «Привет, папа!» — говорю я, и пытаюсь вести себя по-другому.
На самом деле я не думаю, что отец как-то страшно много времени со мной проводил. Но он, очевидно, был для меня взрослый номер один. Почему-то, а не мама. Я не знаю почему. То есть мама – это моя любовь. Ну и вообще. Мама – человек добрый и теплый, и очень любящий. Но почему-то в меня впечатался жесткий отец. Ну, в родительство мое. А в связи там, со всем вот окружающими происходящими событиями ты про отца как военного думаешь? Вот что бы он сказал? Я не знаю. Видишь ли, мои родители развелись, когда мне было 14 лет. И дальше у меня с ним отношения были, не были. Потом он умер. И поэтому, как бы он себя повел в этой ситуации, я не знаю. Изменило тебя материнство? Ну, да. То есть, если раньше мне хотелось... Я, допустим, лечу в самолете, плачет младенец. Мне его хотелось задушить своими руками, ну, внутри себя. А сейчас мне хочется, чтобы его долбаная мама дала бы ему, наконец, там, или грудь, или бы, наконец, утешила младенца, потому что он плачет, она его не утешает. Вот как так можно? То есть, у меня изменились парадигмы. То есть, я как бы сначала меня бесил, а сейчас я очень за младенца. Ты сама утешающая мама? Ну, да, наверное, да. Очень хочется донести своему ребенку, а чего делать нельзя, потому что это ужас и кошмар. Например, взять и сказать ему: ты плохо себя ведешь, давай тебя отнесу в другую комнату, там посиди, подумай. Это называется отвержение. То есть он должен знать, что он всегда любим. Сделано он плохо или хорошо. Что ты головой киваешь? У тебя сколько детей вы, Кать? У меня 4. Ну вот что? Я вообще не заморачиваюсь. Вот счастливый. Вот есть такие люди. Вот знаешь, как статистика пишет, что вот у таких и 4, и 5, вот которые не заморачиваются. Но нас, которые заморачиваются, Катя, больше. Мне кажется, что париться вообще, между прочим, это не очень хороший показатель, потому что если ты не паришься, то, с одной стороны, может, ты вообще хреновый родитель, да? А с другой стороны, если ты не паришься, ты, может, вообще классный родитель, потому что ты многие вещи просто не воспринимаешь как что-то, над чем стоит думать или работать. Просто делаешь это естественно. Ну, знаешь, как есть люди, которые естественно поют. А есть люди, которые поют и думают: так, значит, я сейчас сюда звук поведу, потом сюда звук поведу. Ну, странный пример, конечно, но, в общем, возможно, не париться лучше, чем париться. Ну, я просто вообще всегда очень сложно отношусь. Там, знаешь, давай все равно ты выкинешь этот кусок, ну. Почему вообще не выкину? Давай поговорим о наших отношениях. Вот это вот то, что может меня привести в ярость. И я никогда не думаю про отношения, я никогда их там... Я не могу продумать там стратегию своих отношений с ребенком. То есть, если кто-то тебе скажет: давай поговорим о наших отношениях, то это все? Это, боюсь, что закончатся отношения. Жалко, что я не могу одним глазком вот поглядеть, как ты проводишь, условно, дня 3 с детьми, чтобы понять, что это за опыт такой. Ну, то есть, как это выглядит взаимодействие с детьми разного возраста в таком количестве, когда мама не парится. Вот как это выглядит, мне прям очень интересно. Ну, на сегодняшний день дети – это главный центр и смысл твоей жизни? Нет, у меня не один центр. Я эгоцентрик. То есть, это значит, что нет на свете человека интереснее, чем я. Ну, понятно, дети интереснее. Сейчас в силу того, что я нахожусь в служении, и пока они не отделились от меня, будучи там, не знаю, совершеннолетними, то я им служу как родитель, то есть я их скала. Но вообще-то говоря, за исключением детей, я самый интересный человек на свете. Я самый главный человек на свете. Я центр вселенной для себя. Поэтому нет никакого, у меня никогда не было даже в детстве никаких кумиров и вообще ни единого человека, кто был бы более значим для меня, чем я. Вот я знаю, что это отрицательное качество, но, это правда. Поэтому у меня 2 центра. Во-первых, я хочу быть в порядке. Я хочу знать, что то, что я делаю, это правильно. Потому что я ничем не отличаюсь от своих от своей семьи. Я имею в виду отца, дедушки, бабушки, всех. Мы, к сожалению, в данном случае все трудоголики. Каждый нашел свое призвание и ему следовал. Часть из них от этого и умерла. От того, что они были трудоголики. Мой отец, например. Он, лучше бы выбирал больше отдыхать, чем больше пациентов принимать. Вот. И мой путь, и мое призвание, и моя реализация творческая для меня самое главное. И дети для меня самое главное. Моя семья самое главное. То есть у меня 2 центра. Угу. Ты в итоге стала папиной дочкой или маминой? Маминой. Отец пытался убедить меня уехать к нему, но из этого ничего не вышло. Не простила ты? Они разошлись. Очень жестко.
Вот прям отвратительно разошлись. Вот. Отец уехал. Мама целый год нам говорила, и вообще убивалась, и была в клинике неврозов, и говорила, что она повесится. И что, типа, вы придете, а я вешу на батарее. Звучит, конечно, дико, но это было. И она нам полоскала мозги с братом весь этот год. Полоскала мозги, значит, она врала. Нет. Современным языком говоря, мама нам пропагандировала одну мысль. Отец плохой человек. Целый год. Ну и мы, конечно, через год были очень пролеченные. Я даже не исключаю, что он и плохой человек, но у нас не было шанса думать иначе. Вот как работает телевизор. Вот так работает телевизор, да. Вот так, в общем, мама нам, детям, продвигала одну только мысль, что он очень плохой человек. Через год он приехал, плохой человек. Привез мне идиотическое пальто в клеточку с большим капюшоном и искусственным мехом. Попросил меня его надеть, и мы с ним пошли по улице. Надо понимать, что я, в общем, вообще не идиот. И я прям отлично помню свои мысли даже в 3 года. Как бы они не были глупыми. То есть человек нарисовывается через год с этим пальто и говорит мне, ну, поедешь жить ко мне? Мы будем очень рады с моей женой. Сейчас бы мы сказали, что так слоника он не продаст. Ну, то есть как-то неубедительно звучит, да? Ну, в общем, и мне было понятно, что нет, я не поеду. Я не помню, в какой форме он услышал нет, но он, короче, жутко обиделся. Потому что он думал, что я точно скажу «да». Как вообще могло быть иначе? И он уехал. И ты не пожалела потом, что ты сказала нет? Да очень. Потом мы с ним встретились и встречались много раз. И в какой-то момент он мне сказал, слушай, знаешь, мне кажется, мы не любим друг друга. Сказал он мне, идя со мной по улице в очередной раз в Москве. Ты знаешь, мне кажется, мы не любим друг друга больше. Вот. Такое, например, он говорил. Или, например, когда-то до этого раньше он говорил, вот смотрите, я с вами разговариваю по громкой связи, по телефону, всегда включаю, когда вы звоните. Ну, моя жена же это, конечно, слышит, потому что мы с ней один человек. Вы должны так же ее любить, как и меня. Я даже думаю, что вот так лажать, ну, это надо очень постараться со своими детьми. Ты простила все это? Нет. Он извинился за одну только штуку. Слушай, интеллигентный человек, доктор. Там на него молились все больные. Везде, где он не работал. То есть он прям был почти бог для всех этих людей. То есть он был такой суперический врач. И понимающий их человек. Короче, ему прям повезло, что за эту штуку он извинился. Видишь ли, я же говорю, что он был жесткий. И очень упрямый человек, которого, очевидно, обуревала ярость, но он ее душил, пока она не вырывалась. Ну как, какая ярость может быть у интеллигентного человека? Только сдержанная, сдавленная, но потом она все равно крышкой выбьет, да? И он напоролся в детстве на такого же точно человека, на меня. И он говорит, ты давай вымой полы. Я говорю, я не хочу. Нет, ты вымой полы. Нет, я не хочу. Ну и так далее. Короче, ну там, дальше он меня стал бить. Я говорю, ты фашист, можешь меня убить? Вот прям убить меня здесь можешь, но я полы не буду мыть. Нет, понятно, что я никакому родителю не предлагаю такого ребенка. Вот. Но он меня бил скакалкой. И у меня остались вот здесь красные полосы. Ну, конечно, они прошли через там какое-то время, разумеется. Но он просто впал в состояние аффекта, ярости. Потому что он встретил абсолютный отпор от человека, которого он намеревался подавить. Ну, нельзя давить на людей. Но они не простят этого. Вот он за это извинился. Я не знаю, как у него там озарение какое было. Он сказал, блин, прости меня за вот эту вот скакалку. Я прям очень жалею. Ну, дорогой, ну, помимо скакалки есть еще длинный список. Ты этого в себе боишься, когда ты с детьми разговариваешь? Я не могу эти вещи делать. Но механизм один и тот же. Я чувствую ярость. Вот. Но я ее не проявляю, но этот гад отлично ее считывает. Он говорит, ты меня ставишь очень зло на эту скамейку. Я говорю, прости, дорогой, я больше не буду так. Вот. Он очень точно понимает эту эмоцию, которая стоит за... Вот сейчас вот сюда встань. Трудно быть мамочкой? Трудно изжить в себе отца. Но нужно. У тебя остались друзья на телеке?
У меня остались люди, к которым я отношусь очень тепло. И много таких людей осталось. Сейчас ты с ними общаешься? Ну, как сказать, общаюсь. С руководителем отдела репортеров я более-менее на связи все эти годы. Это кто? Свет Колосова руководит, Светлана. Подожди, она же документальным кино руководит. Вот теперь руководит документальным кино. Знаешь, как есть анекдот? Приходит наниматься лесоруб, на работу. Ему говорят: так, какой у вас опыт работы? Ну, я рубил в лесах Сахары. Ему говорят: привет, там же пустыня. Ну, теперь там пустыня. Вот. Ну, короче, теперь она, руководит документальным кино, но вот раньше руководила отдел репортеров. Людям, которые работают на государственном телевидении, сейчас предъявляют соучастие в войне против Украины. Ты разделяешь эту точку зрения? Да и нет. Потому что у меня было бы стопроцентное решение уволиться, работая я сейчас там. Но есть способы оставаться и не делать кошмара, как бы. Даже в новостях? Наверное. Знаешь, если ты там чем другим занимаешься, как там культурой. Я вообще избегаю в последнее время однозначных осуждений. С тех пор, как у меня появился мозг, ближе к 30 у меня появился мозг, и с тех самых пор я избегаю однозначных оценок. То есть я знаю, что есть много людей, которые остаются работать на телевидении и даже в новостях, но при этом я знаю, что они находят для себя какую-то внутреннюю миграцию, делают что-то, что не связано с военными новостями. Те, кто, конечно, делает новости о войне, те, кто рассказывает про события в Украине правильным политическим выверенным языком, эти, конечно, соучастники, спору нет. Ты веришь в то, что когда-нибудь это будет осуждено и люди понесут наказание за это? Ты бы хотела, чтобы так было? Нет, я не думаю, что работников новостей кто-то будет судить. К сожалению, это как бы неприятно говорить, но это люди без имени. Я вот имею в виду тех, кто делает репортажи, один из там 100 выходящих каждый день по всем телевизионным каналам. Я не думаю, что как-то они потом пострадают, только в случае страшного суда, наверное. Твой супервзлет, вот музыкальный супервзлет, был связан во многом с нашим радио, правильно? Да не во многом. Это и была стартовая площадка для рок-музыки. Значит, смотри, как это устроено. Устроено это так. Вот ты, это я. Ты уходишь с программы «Время». Вот совсем вообще в никуда. И думаешь, и что теперь делать? Получается, в журналистике все уже хуже. То есть, куда пойти после программы «Время», откуда ты уходишь по собственному желанию? Да никуда. Я думаю, а что, я хочу петь. Мне всегда хотелось, у меня всегда был талант, голос и все такое. А пора петь, значит. Сижу я на кухне и думаю, а как петь? У меня есть приятельница, певица и композитор. У нее есть парень, композитор. Иду к ним, сижу у них на кухне, говорю: ребят, давайте я буду как-то петь, а вы как-то по мне поможете. Приятель-композитор говорит: да не вопрос. Сереж Петухов. И Сережа написал песен прекрасных, позвал друзей музыкантов своих, и мы сделали группу. Дальше, значит, мы записывали песни. На студии записали за свои деньги. Стали разносить их на дисках. CD, вот этих кругленьких, по всяким людям. У меня Панюшкин брал интервью, Валера, для журнала «Афиша». Что, значит, сколько было вами разнесено дисков, спрашивал меня Валера. Я говорю, кажется, 150, но не вообще в никуда, а в руки конкретному человеку, который мог решить мою судьбу за лето. Это было очень много. И в нескольких местах это сработало. Кажется, Дима Гройсман, продюсер «Чайфа» и организатор нашествия, отнес это Мише Козыреву. Миша Козырев послушал, сказал: да, отличные песни, давайте возьмем их на нашествие. Мы такие: ребятки, мы едем на нашествие. И я говорю: это не прикольно просто спеть. Надо шоу устроить. А шоу не было вообще. Я как человек, который смотрел всякие кассеты с Мадонной и Майклом Джексоном и всеми такими ребятами, думаю, у них же круто, надо тоже выступить. Сразу круто. По принципу экономики азиатской. Делай сразу круто. Делай сразу хорошо. Давайте сразу хорошо мы выступим. Не как чайники, а сразу очень круто. И мы там
Выпустили голубей со сцены. В общем, банальный ход, но такого никто не делал. Вообще никто на рок-фестивале такого не делал. Моя подруга-актриса сказала, что это не прикольно, что ты вот просто в одежде выйдешь. Выйди в пижаме. Ну вот прям в шелковой пижаме. Мы поехали с ней, купили шелковую пижаму синюю. Вот, выпустили этих голубей, мы произвели фурор. Просто вообще фурор. Мы выглядели прямо очень здорово. Как будто все, взошла новая звезда. Ну, собственно, Ты да. сейчас так говоришь об этом отстраненно, как будто бы не... Я отстраненно говорю? Да, как будто это не с тобой было. Нет, это суперважная история для меня, но это было в 2001 году. Это было, 21 год назад, Катя. Видишь, у меня есть подруга из программы «Время», которая была уволена из программы «Время». И всю свою последующую жизнь она посвятила воспоминаниям о программе «Время». Знаешь почему? Хотя это было вообще давно. Потому что в каком-то смысле это был эмоциональный пик. Ну, в последние годы ее. У меня, получается, музыка не была единственным эмоциональным пиком. Поэтому я не могу об этом вспоминать как о главном событии своей жизни. Это очень важная вещь, но у меня было много до и много после. Пусть это вообще разные карьеры совсем, да? Но это не было вершиной, условно. Как Нил Армстронг сказал: «Блин, я мог не жить до и не жить потом. Я для всех этот парень, который сел на Луну». Короче, я точно для всех не тот человек, который пел песни на нашествие и выпускал голубей. Вообще нет, я не этот человек. То есть это не пик моей жизни вообще. Все стали резко ждать, что это вот все. Зашла новая звезда, и сейчас всех затмит, и все такое. А ты? Я тоже, но у меня был неизвестен один закон шоу-бизнеса, который, я не знаю, сейчас работает или нет, но закон российского шоу-бизнеса был тогда такой, что продвигаются не артисты, не песни, а индустрия. Если ты вышел со своей песней, и у тебя уже есть записанный альбом, снятый клип, тебя продюсируют, у тебя есть пресс-служба, и вообще вся огромная вот эта индустрия на тебя уже давно работает, и ты такой вышел после всего этого с песней, то тогда у тебя все получится. А если ты как дурак вышел и спел, а у тебя ничего этого нет, то от тебя все ждут, а у тебя ничего нет. И они все ждут, уже устали ждать, а у тебя все еще ничего не готово. Ну вот, это просто такой закон жанра. И мы выпускали альбом еще следующие 2 года. То есть мы его выпустили через 2 года, уже, потеряв вот эту волну, которая нас туда вот подняла. Что у тебя сейчас в плеере? Я не слушаю музыку. Если случайно включается, то Beatles. Но я вообще аудиокниги слушаю. Я большой фанат аудиокниг. Значит ли это, что с музыкой ты завязала? Нет, не значит. Не это значит. То есть, черт, мне не приходило в голову. Но с музыкой я в завязке, конечно. Но это не потому, что я слушаю в плеере аудиокниги. Просто музыка... Я, видишь ли, человек, который не может без большого резонанса того, что я делаю. Ты тщеславная? Сейчас уже сильно меньше. Но эта штука не меняется. Все, что я делаю, должно иметь масштабы. Я не знаю так с детства. Вот глобально, если я хочу работать журналистом, то это должны быть, понимаешь, там главные новости страны на тот момент. Если я хочу петь, то я хочу, чтобы это были стадионы или тур по всей стране и столицам зарубежья, и еще концерт в Нью-Йорке. И, в общем, это все было, конечно. У меня до сих пор в ушах это все равно я стану. Это должна была быть песня группы «Тату». Вы ее украли? Нет. Смотри, мы, когда сделали группу с Сережей Петухом, Сережа позвал пацанов, пацаны стали группой, мы выступили на нашествии, и у нас немедленно с первого же концерта появился фан-клуб, и все ждали, что мы сейчас как грохнем, а мы не грохнули, потому что альбом у нас вышел только через 2 года. Такая мелочь. Но потом постепенно мы стали собирать залы, и я помню первое свое офигение, когда обычно к нам приходило человек 100 на концерт в Москве. И потом приходит басист и говорит: слушай, там очередь на входе. Я говорю: да ладно, да там очередь на входе, там народ ломится. Я говорю: да не может быть. И я помню, было всегда 100, а теперь пам и 500. И это очень хорошо, кстати, потому что потом дальше 1000, 1500, и вот тут мне надоело. Подожди, надоело, ты плохо переносила славу или ты просто поняла, что ты всего достигла и типа хватит? Нет, Катя, я скажу об этом. Потом я 2 слова скажу про песню «Стану». И да, мы становились популярной группой, при этом у меня был жесткий конфликт в группе, прям жесткий. И мы разошлись с пацанами, и
не брали не брали никакие песни на радио. И нас никто нигде не хотел, несмотря на то, что зрители очень массово приходили. Никто не хотел в индустрии. Вас никто не хотел, потому что у вас не было альбома. Да, и у нас не было типа хитов для радио. Угу. И отношения стали в группе очень портиться. И поэтому я говорю, ребят, что хотите, нам нужен хит. Раз мы не можем написать хит, мы должны взять хит в другом месте. То есть не мы напишем его. И продюсер сказал, у меня есть классный парень, у него есть песня. Вообще песни. Вот. Женя Курицын его зовут. И вот у Жени есть классная песня. Он ее написал для группы «Тату», но «Тату» ее не взяли. И, значит, Женя мне поставил песню, я говорю, слушай, классная, давай я текст напишу. И вот пишу текст, все равно я встану. Текст «Все равно я встану» был написан в момент, когда нам все отказали, и, по идее, мы должны были загнуться. Все, группа должна была прекратить свое существование. Моя музыкальная карьера должна была закончиться, потому что нам везде все сказали, идите отсюда. Все. Ваши песни ставить мы не будем, крутить мы не будем, звать мы вас никуда не будем. До свидания, ребята. У вас нету песен. И песня «Все равно я встану» написана про то, что в этот момент все равно нужно вставать. Вставать и идти. Вот тебе дали по башке, вставай и иди. Вот. И она очень сильно передавала мои чувства тогда. И песня стала убойным очень хитом. Группа, конечно, проглотила это с большим трудом, что они не имеют никакого отношения к этой песне. Ну и по концовке мы с ними разошлись. Но это не помешало мне продолжать карьеру еще 7 лет. В тот момент, когда у тебя появляются фанаты, что ты чувствуешь? Радость, удовлетворение? Или у тебя появляется звездная болезнь? Как ты это переживаешь? Смотри, я тебе пишу пару событий интересных. Фанаты были очень юными. У них не было своих денег. Им было, например, лет 15-16. То есть они были юнее тебя? Да, мне было 28. Подумай, насколько они юнее были. Да это были дети, подростки. Они сдавали кровь, покупали краску и расписывали стены моего дома. Они приезжали из разных городов. Они дежурили у меня в подъезде. У нас был концерт, нам раскачивали автобус руками, как в фильме про Марадонну. Нам чуть его не перевернули. За нами там бежали, за мной плыли в море. Ко мне приставали в туалете, сдайте автограф. Я говорю, это туалет, вы чего? Это сиюминутно. Я не знаю, знаешь ты или нет, стоит тебе прекратить петь в микрофон и появляться в наушниках людей и на экране у них, как немедленно это перестает происходить. Все. Пам! Я не пою, никто не плывет, никто не берет автограф, никто не хочет со мной сфотографироваться, никто не вот этого ничего нет. Все. Никто не переворачивает мой автобус. Хотя я тот же самый человек. Тебя это как будто бы обидело. Нет, это просто так работает. Аудитория моих концертов меня так пугала, что это есть та причина, по которой я больше не пою. Это правда, я это не скрываю. Аудитория моих концертов состояла из людей, которые в моей обычной жизни никогда бы мне не встретились. То есть в моей жизни обычно встречаются такие люди, как ты, как я, вот как ребята. Аудитория моих концертов тогда состояла из пьяных подростков. И пьяных девушек 18 лет, 20 лет. С невысоким уровнем культуры в основном. И первые же попытки пригласить своих друзей из программы «Время» ко мне на концерт закончились моим стыдом, потому что мне было страшно стыдно за то, где они оказались, в какой среде. И больше никого уже нельзя было приглашать на концерты из людей моего круга общения. Я имею в виду вне музыки. Потому что это было очень стыдно перед ними. Плюс еще зрителям на меня было реально сильно плевать. Потому что если послушать аудиозапись концертов ЦДХ со струнным квартетом, акустический, с романсами, ты услышишь, как они безостановочно говорят вслух и роняют пивные бутылки в проходы. То есть они ходили на концерты не потому, что они любили меня они даже не очень-то любили. Они просто решили, что все, мы ходим туда, там собираемся. Были, конечно, и другие, но этих было большинство.
То есть вот те фанаты твои, которые были у тебя, когда ты была бутчем, они не стали аудиторией твоего канала, когда ты стала партизанцем? Конечно, нет. Вообще, конечно, нет. То есть эти ребята, они были на меня тогда ужасно обижены и исчезли в никуда. Все. Ты не можешь встретить этих людей в обычной жизни, потому что они в обычной жизни никогда и не встречались. Только на концерте. То есть они стекались только на концерты. Сейчас Козырева много обвиняют в том, что он породил целую когорту музыкантов, которые сейчас ездят с концертами вот за войну. Можно ли это предположить? Я не очень понимаю логику. Он их что, родной отец? Ну, то есть какая тут логика, скажи мне? Ну, тут человек дал дорогу музыкантам, которые, правда, неплохие музыканты. А если они там при этом гондоны и, не знаю, там бьют жену, то это он при чем здесь? Или там, если у них другие политические взгляды, при чем здесь? Он. Использование рок-музыкантов в политических целях в России стало возможно только сейчас? Нет, или это всегда было? Всегда было, всегда все музыканты выступали. Ну, посмотри, а кто будет еще выступать на концерте в поддержку кого-то? Ну, балет, что ли? Ну, конечно, тот, кто живьем поет и заводит зал. Ельцин, когда выступал, ты же помнишь, да, тур «Голосуй или проиграешь». Отчетливо я помню, меня там не было на этом туре. У меня была тогда работа на московском кабельном телеканале. Это было до программы «Время». Угу. Но я там отчетливо помню «Плачет девочка в автомате» и Евгения Осина. И все-таки на туре «Голосуй или проиграешь» пели попса пела в основном? Какая разница? Большая. Но считается, что... Сейчас попса поет тоже вот этот Z-тур. Да, но считается, что рок-музыканты, они там за свободу, они такие независимые, неподкупные. Наверное, когда рок-музыка в России начиналась, они были за свободу и неподкупные. Когда Виктор Цой работал кочегаром в кочегарке, он 100% был совершенно неподкупен. И все те ребята, которые одновременно с ним играли на гитарах и придумывали песни, ну, там, Гребенщиков, вот эти вот группы, да, там, Аквариум, Алиса, ну и так далее. Все вот эти группы советские и сразу постсоветские, они, очевидно, были все ребята, даже в какой-то момент пострадавшие от совка, там им вырубали рубильники, не давали выступать, а они все равно продолжали. То есть эти ребята наверняка были очень за свободу. Ну, привет, они сейчас не те. Ну, Гребенщиков все-таки не ездит в... Да, ну, я имею в виду ребята, не Гребенщиков. Да. Ну, Гребенщиков нет, а другие, да. А в каком моменте вот этот происходит разлом? Я все время вот это пытаюсь угадать. Возможно, буржуазного рок-н-ролла не существует. Я в данном случае имею в виду буржуазную, это когда у тебя высокий гонорар, и когда тебе, короче, есть что терять. То есть, возможно, молодому парню из кочегарки нечего терять, и ему плевать на власти и авторитеты. А когда этот же парень делается немолодым мужчиной, у которого там дом, семья, авторитет, который привык там быть уважаемый, востребованный, выступать вот в этих концертных залах, он вовсе не хочет это все себе перечеркивать. Такой простой человеческий выбор, не связанный с профессией. Это только в России работает или так везде? Вот есть группа YouTube, которой очевидно есть что терять. К группе YouTube тоже есть вопросы. Не в смысле, что они какие-то там нехорошие ребята, а просто группа YouTube давно уже сильно политическая. То, что представители российской рок-музыки стали очень провластные, это для меня удивительно. Это удивительно, и это странно для начала их карьеры. Потому что они были совсем другими сначала, раньше. Но, возможно, этот выбор вообще общечеловеческий. Когда ты стал взрослый, очень, упитанный, обеспеченный, очень сильно, привыкший к комфорту. И есть некий выбор вот это все бросить, оставить. Ну, потому что нельзя безнаказанно сказать «идите на» предложению выступить в провластном концерте, ну и вообще. Точно нельзя. Ну, скорее всего, я предполагаю. Скорее всего, у тебя начнутся сложности с концертами, скорее всего, у тебя там, много чего будет не так, как раньше. Вот. И мне кажется, люди просто не хотят совершать такой выбор. А может быть, кто-то просто верит в то, что все правильно происходит. Наверное. Такие тоже есть. Слушай, во-первых, мы допустим, что у людей может быть просто другая точка зрения. Это абсолютно. Тут вот, да, допустим с тобой, что есть люди, которые вот так понимают патриотизм. Патриотизм как любовь к власти.
Есть люди, которые полностью согласны с происходящим, прямо убеждены, что все круто. И вот если бы им сейчас дали винтовку, они, возможно, бы пошли бы и стреляли бы из нее на фронте как-то, в театре военных действий. Притом, будучи высоко, просто одаренными от Бога музыкантами. Я таких знаю, нескольких. Есть люди, которые не хотят рисковать, я думаю. Да как везде, как в любой другой профессии. С рок-музыкой это чуть странно, потому что все начиналось с нонконформизма, протеста и борьбы за свободу. И спокойным отношением к тому, что ты пострадаешь за свои убеждения. И, конечно, это же описано во всей мировой литературе. С годами люди меняются, им есть что терять. Но это не все, опять же. Как и в любой другой сфере. Есть эти, те, вот эти и вот эти. Есть те, кто против, те, кто за, есть те, кто боится, и так далее. Я тебе очень всегда завидовала, потому что ты первый журналист в России, который стал снимать большие сюжеты и большие фильмы на социальные темы, которые прежде считались такой зашквар, что его даже в самое ночное время по телеку не покажут. Ты первый человек, который снял про хосписы, ты первый человек, который снял фильм про доктора Лизу, и ты первый человек, который снял про детский психоневрологический интернат «Мама, я тебя убью». Давай начнем, наверное, Там психиатрическая больница, не интернат. Психиатрическая больница. Давай начнем с последнего, с «Мама, я тебя убью». Почему и как ты решила это снимать? Случайно началось. Моя подруга работала в Ситибанке. Ситибанк, как и многие другие организации коммерческие, имеет какие-то волонтерские инициативы. Собакам помогаем, детям помогаем, сюда ездим, туда ездим, сюда деньги перечисляем, по выходным. И они ездили много лет в один и тот же интернат в Подмосковье. И моя подружка мне сказала, давай с нами поедешь. То есть просто поглядишь, что как. Приезжаю, солнечный день летний, все прекрасно. И мне, в общем, очень скоро шепотом рассказывают, что ты знаешь, что все дети здесь олигофрены? Я говорю, да ладно. А там обычные дети. Да, вон посмотри, табличка, написано там что-то с особенностями здоровья. Эта формулировка означает, что все здесь считаются умственно отсталыми. Когда? Да. А ты знаешь, что за то, что они плохо себя ведут, их отправляют в психушку? Я говорю, да ладно. Да. Что, все знают? Да. Я говорю, это что, законно? Да не может быть. Да. Я думаю, давайте-ка я сниму про это. Я свои все фильмы снимаю на пожертвования. За исключением тех, у которых есть какие-то финансирования, условно, например, фонд по борьбе с наркотиками просит снять фильм о женщинах, матерях, у которых есть в жизни и наркотики, и материнство. И я говорю, что я, в принципе, такую тему могу снять и без вашего финансирования, без вашего фонда. То есть это моя тема, я ее с радостью сниму. Вот такие бывают случаи. Но 99% фильмов я снимаю просто на пожертвования. И у меня возникла идея снять фильм «Мама, я убью тебя». Я говорю, ребят, давайте соберем деньги. Я хочу снять такой фильм. И мне люди накидали немало денег. Мне помог один человек, бизнесмен, серьезно деньгами помог очень. И благотворительный фонд подключился, Владимира Смирнова. Это было такое хорошее финансирование, что мы вообще монтировали целый год. В это финансирование, когда ты проводишь краудфандинг, ты закладываешь свою зарплату? Да. Или это только технический расход на съемку? Конечно, я закладываю. Это моя работа. Как же я не получаю ниоткуда денег? Да, закладываю, конечно, закладываю, да. И мы собрали деньги, стали снимать. Получается, что если мы год монтировали, мы даже еще пока монтировали, что-то еще снимали. Мы 2 года делали это кино. И даже дети, которых мы в начале фильма снимали, такими прям малышами, они уже стали подростками в процессе. Ничего не поменялось совершенно. То есть везде где-то наступали изменения, уже Москва, кавычки, похорошела при Сергее Собянине, уже билеты стали электронные, уже люди тыкали телефонами при проходе в метро, а там все было так же, как в 1971 году в интернате. Как в Советском Союзе было заложено людей, детей, которые чем-то отличались, какими-то особенностями, отселять куда-то в угол, объединять и сделать так, чтобы они всю жизнь вдали от всех остальных жили, так все и было. Плохо себя ведешь в психушку, аминозинчику тебе бах, чтобы не бегал. Плевался, аминозинчику. И это вообще долгие годы так было. Мы ездили к ним, снимали, монтировали. Они вообще, с одной стороны, к нам привыкли, с другой стороны, мне такое ощущение было, что они каждый раз нас заново узнают. О, а вы кто? Второй раз. О, а вы кто? И так 2 года.
Мне кажется, они вообще не воспринимали нас как одних и тех же людей. Валом валили спонсоры, давали там денег. То есть, мне кажется, они нас вообще не отсекали, что мы какая-то съемочная группа там с бумажками приезжает и снимает. Только директор отсекал. А ты зачем снимала? Вот что ты хотела сделать этими съемками? Я всегда, Кать, преследую одну и ту же цель, когда я снимаю фильм. Я хочу, чтобы люди знали. Не было у тебя в какой-то момент, не знаю, может, отчаяния? Что ничего не получится, ничего У меня не изменится? бывает отчаяния, Катя. Вау. Что, правда, что ли? У меня не бывает отчаяния, да. У меня не бывает отчаяния, у меня не бывает депрессии. Ничего этого не бывает. Я очень человек жизнелюбивый. Я очень верю в то, что я делаю. Другое дело, что я могу переживать кризис, например, как сейчас. Я вообще не понимаю, куда мне идти. Вот вообще не понимаю. Ну, я могу долго не понимать, но потом я пойму и пойду. Это правда, что после фильма «Мама, я тебя убью» ты встречалась с Голиковой? С «Голодец». Что это была за встреча? Это была классная встреча. Это было второе посещение Белого дома за какие-то уйву тучу лет, потому что предыдущая была там в программе «Время». Давным-давно, условно, в 2000-м. И следующий раз это было в 2013-м благодаря моему фильму. Вот. Мне с этим фильмом помогал благотворительный фонд Владимира Смирнова. Вот. И, соответственно, вызвали в Белый дом меня, Чулпан и Владимира Смирнова. Вот. А Чулпан каким образом вызвали? Слушай, Чулпан передала диск с фильмом. «Голодец». Да. Потому что Чулпан посмотрела фильм, и на нее это произвело большое впечатление. Значит, как она мне сказала, что она пришла какая-то маникюрша, и они поставили какой-то фильм посмотреть, пока ей делали маникюр, если я правильно помню. Вот. Поставили фильм посмотреть, ну и дальше, в общем, они посмотрели этот фильм уже. И смотрели, и дальше она, в общем, позвонила «Голодец» и попросила «Голодец» посмотреть этот фильм тоже. Ну, как я помню, что она мне рассказывала, что она типа «Голодец» ни о чем не просила, а «Голодец» была вице-премьером тогда, отвечающим за социальный вопрос. Я в основном ни о чем не просила, а сейчас посмотрите фильм, короче. И отправила этот, диск в Белый дом. Ну и дальше «Голодец» вызвала Чулпан, передавшую диск, меня как автора фильма, и Владимира Смирнова как... который давал деньги на этот фильм. Вот, и мы там сидели в Белом доме. Ну и вот «Голодец» говорила, что это ужас и кошмар. Вот то, что она там увидела. Это надо все поменять, надо вот новых людей, надо все по-новому. Надо вот... То есть, будучи вице-премьером по социальным вопросам, «Голодец» не знала о существовании психоневрологических интернатов в стране и о проблемах, связанных с ними. Ну, представляешь, да? Так выглядело это. А ты ей что? Я говорю, это классно. Ну, вообще отлично, давайте. Я вас поддерживаю. Вот. И она заставила всех министров, как сказала «Голодец», вице-премьер. Она прямо вот растиражировали они эти диски, раздали всем министрам социального блока, заставила посмотреть, и потом проверила, я себе представляю, как завуч. Посмотрел? Нет. 2. И посмотри, проверю. И что? И началась реформа. Правда, началась реформа сиротских учреждений. И один вопрос они решили очень хорошо. Какой? Семейное устройство детей-сирот. То есть раньше они прям жили всю свою детскую жизнь в этих домах. Усыновление и любые другие формы опеки в том интернате, в котором мы снимали, было 0. Никто никогда оттуда не уезжал ни в какие семьи. Потом детей стали раздавать. То есть вдруг все смекнули, что посылка не то, что ребенок-сирота здесь будет жить всю жизнь, свою детскую, а теперь основная мысль такая, что ребенок-сирота вот здесь чуть поживет немножечко, но мы обязаны его устроить в приемную семью. Изменилось главное направление жизни ребенка-сироты. Вот. Благодаря реформе. Правда. И детей реально раздали. То есть сейчас остаются, как я понимаю, трудные случаи, там, подростки, вот такое. Ты гордишься собой? Да, конечно. Ты была тем человеком, который снял байопик про Лизу Глинку при ее жизни. Ага. Во-первых, как тебе пришло это в голову? Во-вторых, действительно ли это была дружба между вами? Слушай, давай сделать еще одно признание. Я очень хреновый друг. Я прям очень хреновый друг. У меня даже, пожалуй, нет друзей. То есть у меня есть семья, и есть почти семья, какие-то близкие люди, которые не родные по крови, но прям очень родные. Я прям ужасно за них держусь, и прям очень для них на все могу пойти. Но с друзьями я очень плохо обращаюсь. То есть сказать, что мы с Лизой не были друзья, будет неправда. Но и сказать, что мы были друзья, тоже будет неправда. Лиза была мне очень близким человеком, она стала для меня таким человеком-ориентиром.
Ну, как бы мы очень близко общались много лет. Вот. И у меня даже медовый месяц был у Лизы дома. Ну, в Киеве. У нее с Глебом была квартира в Киеве. Да прям на площади Незалежности. Ну, практически. Вот. И мне надо было куда-то поехать на там несколько дней. Вот. Лиза говорит, да, пожалуйста, живите у меня. Мы жили у нее в квартире. Вот. Лиза споткнулась, собственно, о человеческое неприятие после 2014 года и после всех событий. Угу. И люди, которые безоговорочно ей верили и ее любили, разделились, в общем, фактически на два лагеря. Угу. Те, кто продолжал ее любить и поддерживать, и те, кто сказал, что нет никогда больше. Ты знаешь, как ни странно, я все время сейчас думаю про Лизу, потому что все-таки другая ситуация, и какие-то требуются более четкие определения происходящего. И что же? Что бы она сказала? Я не знаю. Смотри, как я знаю Лизу, Лиза всегда на стороне пострадавшего была. Ну, и была бы сейчас. Как я знаю Лизу, ей было похрену, кто пострадавший. И если им нужна помощь, надо помочь. Вот. И это абсолютно моя позиция. Если люди пострадали, им нужна помощь, четко, все. Даже если это как бы человек из лагеря противника, пофигу. Ему нужна помощь, помоги ему. Вот это была бы Лизина позиция. Чему тебя Лиза научила? Ну, делай то, во что веришь. Невзирая на обстоятельства. Да плевать на мнение. Вот. Она легко тогда согласилась, чтобы ты ее снимала? Она, конечно, легко согласилась, но она меня все время пасла. Она всегда следила, не вредим ли мы больным. То есть вот мы пришли снимать со съемочной группой, мы ходим где-то, вопросы задаем, она рядом стоит, слушает. Не в смысле, что ей интересно, что мы там обсуждаем, а просто не сделали ли мы плохо ее больным. И она какое-то время наблюдала, потом поняла, что что-то она меня там отчитала еще за что-то, я помню. Вот. А в целом она стала доверять, я думаю, мне довольно быстро. Единственное, что она со мной все время вела споры. На тему? Ну, видишь, в чем, например, заключается мой талант съемок видеоисторий. Я прям однозначно соединяюсь с человеком, который будет это смотреть, и знаю точно, какие вопросы он задаст. И даже если это идиотские вопросы, даже если это беспардонные вопросы, и какие-то там прям вообще неприличные, то я именно их всегда и слышу внутри себя. И, собственно, Лиза была человеком, который от меня все эти вопросы услышал. Типа, зачем ты с ними работаешь, они все равно умрут. И это про хоспис. Или, а зачем ты вот оказываешь помощь бездомному, его сейчас все равно избили еще больше, чем у него была разбита голова, она его перевязала, отпустила, через минуту его избили еще сильнее, чем он был. Я говорю, нафига вообще ты его перевязывала? Его все равно избили еще сильнее. Вот там, ну и так далее. И мы с ней вот это все обсуждали, она со мной все время спорила. При этом Лиза для меня пример человека, который следует своему пути, невзирая на обстоятельства. Вот она идет им, шла. И все. И те как бы руководят. Эта война, та война. Пострадавшие от этого, пострадавшие от вот этого. Там кучу дерьма наложили у входа. Здесь написали гадость, тут сказали гадость. Она все равно идет вот сквозь вот это все. Шла. Видишь, какую дорогую цену она за это заплатила? Я считаю, что это случайность, Катя. Все летающие на самолетах вместе с авиабилетом покупают. А у тебя есть аэрофобия? Была ведь. А ты откуда знаешь? Слушай, я знаю. Все летающие на самолетах покупают вместе с билетом шанс разбиться на нем. Как бы это бывает. Судьба. Нет, ты знаешь, я просто все время думаю о том, что очень многие люди, помогающих призваний в России, лояльностью оплачивали свою собственную возможность помогать. И мне кажется, что это не очень справедливый и честный обмен. Знаешь, я помню интервью Хабенского, который говорит, что он давно уже не несет от себятину, потому что он отвечает за большой фонд. Угу. И он говорит только то, о чем они договорились с другими фондами. В смысле, представляет интересы, он. Он представляет интересы. Это очень тяжело. Кать, знаешь, честно, в конечном счете все равно это вопрос личного выбора. Не делай так, выбери другой путь. Не этот.
Ну, где говори правду, но тогда поможешь меньшему. Ну, то есть это твоя ответственность, Ну, собственно. ты представляешь какой путь какой-то выбираешь. выбор? То есть ты молчишь, ты помогаешь большему количеству людей, а ты затыкаешься, и ты можешь помочь там. Все равно ты отвечаешь за свой выбор. Отвечаешь за свой выбор. Я отвечаю за свой выбор. Она отвечала за свой выбор. Ты отвечаешь за свой. Вот моя позиция. В чем тебе ее всего больше не хватает? Да, блин, вообще мне жалко, что она погибла. Мне ее прям просто не хватает. То есть она должна была быть жива. Мне прям надо, чтобы она была. В какой момент Лиза из живого человека стала превращаться в такой монумент? Для меня вообще она не была монумент, я тебя умоляю. Как у нас, ну, в принципе, если ты встречаешь биографию человека, в которой сказано, что он пил, курил, гулял, и вообще был так себе, в общем, человек, ну, не то, что так себе, человек прикольный, но разный, то, очевидно, биография вот этого, про кого биография, написана не русским автором. Я сейчас говорю про биографию Чехова, написанную Рейфелдом. Когда ты читаешь биографию Чехова, вот такое произведение, Да. написанную Рейфелдом, Да. ты узнаешь про всех этих баб, которые вокруг него велись, которые назывались Антоновки, про мангуста, которого он сбыл с рук в зоосад, наигравшись, про таксу, которой вырвали глаз другие таксы, ну, в общем, как следил за своими собаками. Вот. Ну и много прекрасного узнаешь, как он спасал там свою вот эту там губернию и так далее. Ну, как это называется? Маленький пункт санитарный. Вот. Фельдшерскую больницу. Да, он был живой человек, исходя из описания, а не монумент. И однозначно это литературное произведение написал иностранный автор, потому что у российского биографа есть только один жанр, в котором он пишет – ода. Больше жанров нет. Вот как вот Почему еще бывает Ломоносов. пасквиль? Ну да, ода, пасквиль. Ругаем или хвалим? Меня так и спрашивали все время. Вы что, ругать или хвалить? Я говорю, ребята, есть же и другие краски в палитре. Вот. Короче, Лиза была живой человек с плюсами и минусами. Как по мне, так монумент ей не построили. Но есть очевидное стремление покрасить ее опять одной краской и воспеть ей оду, либо рассказать о ней пасквиль. Будто на свете нет никаких других красок и полутонов. Ты пошла на довольно смелый шаг по созданию YouTube-канала, в котором социальные репортажи. Да. Я так понимаю, что сперва это была не очень серьезная затея. То есть ты просто складывала свои фильмы на какой-то YouTube-канал без Абсолютно идей, точно. да? Абсолютно точно. Мне кажется, у меня YouTube-канал существует с 2006 года, что ли. Поэтому там Редкий случай в нашей стране раньше, чем у Дудя. Могу врать, может быть, нет, вру. 2011-го. Все равно раньше. С 2011-го. И там, да, лежат вот фильмы все. Грубо говоря, там обновления были раз в год. Ну, там у всех фильмов очень прилично просмотров. Да. Кто люди, которые смотрят твои фильмы? Катя, обычные люди. Я не знаю, это может прозвучит чуть-чуть некомплиментарно, мягко говоря. Я думаю, что в большой степени у меня аудитория «Пусть говорят» и любых других Судя по заголовкам, да. ток-шоу о человеческих судьбах, ну, которые показывает центральный канал. Я думаю, что вот это моя аудитория. Но она, правда, живет в разных странах. Почему еще, например, у меня жива какая-то монетизация? Потому что у меня примерно 30% зрителей русскоязычных живет не в России. И благодаря этим 30% там хоть какие-то деньги есть. То есть просто вот обычные люди. Но те, кого мы называем обыватели. То есть вот среднестатистический человек с совершенно среднестатистическими взглядами. Те, кто готов воспринимать трогающие за душу истории. То есть вот если ты читаешь или смотришь какую-то мелодраму, ты можешь спокойно смотреть мой канал. Что должно быть в истории, чтобы ты поняла, что это мое, я буду снимать? Там должно произойти нечто необычное, невероятное, драма за пределами обычного. Там должно быть что-то из ряда вон. И вот, да, я тогда буду снимать. Достаточно часто я снимаю что-то из ряда вон трагическое. Ну, потому что Трагическое больше собирает, чем счастливое? Нет. Счастливое больше. Просто счастливое труднее найти. Счастливое больше собирает. Меня хитует по-прежнему Андрей Иванов с «Подопечным медведем». Ну, потому что это стопроцентное мимими. Ну, там что-то, я не помню, 6 миллионов просмотров или 7 миллионов просмотров. Ну, и будет и 10, и там, и больше. Потому что ты смотришь и думаешь, господи, да неужели? И это там улыбка не сходит с лица все это время. Разумеется, что вот если бы у меня было бы много таких историй, то они бы собирали больше, но их немного. У тебя большая команда? Я, оператор
Режиссер монтажа. 3 человека. Вы живете за счет Ютуба или вы живете за счет донатов? Вы это кто? У меня никто не работает как постоянный работник. То есть ты единственный благополучатель доходов от своего канала? Да, я единственный благополучатель доходов от своего канала. Единственное, что они так резко упали, что сейчас они даже не покрывают себестоимость. И поэтому я не очень понимаю, что делать. А что тобой руководствовало, когда на фоне падения доходов от YouTube-канала ты берешь и не делаешь очередной фильм, который принесет тебе там несколько сотен тысяч просмотров, а может быть даже миллионов, а записываешь интервью по скайпу с Жанной Агалаковой? Ой, слушай, я не могу же молчать. Тут такая интересная история. Вот смотри, мы можем называть мою профессию там, 2 сейчас разными словами. Там, я режиссер документального кино или я журналист. А ты кто? Я, наверное, понимаешь, эти оба слова, они, с одной стороны, верны, с другой стороны, по отдельности они не передают немножко. Я режиссер документального кино, да, но документальное кино – это что-то большое, серьезное, что снимается годами. Я не это делаю. Я делаю видосики, которые снимаются там 1 день и через неделю в эфире. Но я и не журналист, потому что журналист – это человек, который работает в каком-то СМИ. В общем, я через запятую, видимо, так. Режиссер документального кино, журналист. Вот кто я. В прошлом музыкант. Но ты не смогла молчать по поводу войны, и поэтому ты записала интервью с Жанной Агалаковой? Да. Я категорически против происходящего в Украине. Я резко осуждаю военные действия на Украине. На Украине. Я знаю, что украинцы очень хотят слышать от нас в Украине, но в русском языке все-таки принята норма «на Украине». Поэтому, не знаю, как говорить правильно. Короче, военные действия на территории Украины я категорически осуждаю и считаю, что это преступление. Вот. То есть я не пытаюсь повесить ответственность за это на своих сограждан. Я четко адресую это власти. Я считаю, что виноваты в этом они, и я считаю, что они обязательно за это ответят, за это преступление. Просто я не знаю, как и когда. Вот. Это четко мое мнение. Излагать его на моем YouTube-канале я, честно говоря, не могу. Вот тут, возвращаясь к музыке, смотри. Значит, почему я не пою? Почему, собственно, была оставлена моя прекрасная, успешная музыкальная деятельность? Потому что до меня дошло, что между мной и моими слушателями огромная пропасть. И что, выходя на следующую сцену, я не хочу больше их видеть. Это та причина, по которой я не пою. Мы это миллион раз обсуждали со всякими артистами. Вот. Например, Земфира мне сказала, что я просто ничего другого делать не могу. Ну вот я вот пою и пишу, потому что просто это единственное, что я умею и люблю, сказала она. Я так сажусь. А я могу петь, могу не петь. Я могу кино снимать, могу репортажи делать. То есть нельзя сказать, что это единственное, что я могу. Вот. Там Света Сурганова сказала, а я доктор. Я как врач. К любой аудитории отношусь как врач, то есть вот с любовью, вниманием там. Я думаю, а я в протесте. Так это не взрослая позиция, но я не могу продолжать. Я не могу делать то, во что я не верю. Честно, вот. Поэтому, соответственно, никакие ништяки в программе «Время» не заставили меня там остаться. Ни высокая зарплата, ни там прям супер удостоверение, которым ты все двери открываешь. Честно, не верю, не могу. С музыкой также я не хочу видеть людей, которые мне не нравятся. Я не могу для них работать и петь. Происходит такая же фигня. У меня зрители 500, 30 условно тысяч человек. Канал растет со скоростью, примерно 1000 человек в день. Иногда 1500, иногда 800, примерно 30 тысяч в месяц. 500 000 человек, мои подписчики. Это большой город. И у нас с ними разные взгляды на жизнь сейчас. То есть они мне там нежно пишут, мы подписывались на канал с человеческими историями, мы не просили политику. Или там, я, конечно, со всем уважением, но чего вы стали политику снимать? Пишут они мне. И я знаю, что вот эти 500 тысяч подписчиков и условно какие-то миллионы людей, которые не подписаны, но все равно смотрят, они хотят продолжать смотреть человеческие истории. Мне стоило бы переназвать канал «Ребята, в нашем с вами мире ничего не происходит, ничего не изменилось, делаем вид, что все как всегда». И продолжаем пулить вам человеческие истории, как будто никого не убивают. Как будто никто ни в кого не стреляет. Вы хотите человеческие истории? Вот вам. У нас будет все шикарно с ними. Но дело в том, что я так не могу. То есть, делать политические заявления я тоже не хочу. При этом я не могу молчать. Я журналист, мое оружие слово. Вы что? Я не могу с закрытым ртом жить. Ты чувствуешь, что зависимость от этой аудитории? Я
сейчас 3-й раз в моей жизни повторяется одна и та же история. Второй. Все-таки программу «Время оставим». Второй. Значит, когда люди, которые, мной же собраны вокруг меня, очень сильно вызывают во мне соблазн по этой же причине все и бросить. Потому что я не хочу, чтобы их ожидания от меня обязывали. Они не хотят смотреть Жанну Агалакову. Не хотят, да? Не хотят. Они не хотят смотреть Веру Полоскову. Вот. Потому что не хотим про политику. Хотим делать вид, что ничего не происходит. Не показывайте нам этого. Да еще она уехала. Да вообще предала родину в этот страшный момент. Я их сразу спрашиваю: ребята, а какой у вас страшный момент, если у вас она родину предала? Где у вас страшный момент? Назовите, у вас же не страшный. В ответ ничего. А ты в комментариях переписываешься? Видишь, да. То есть это же поскольку личный канал, то я им и пишу ответы, а они мне, а я им. Я стараюсь не очень много времени этому уделять, потому что бесит, я все комментарии читаю. Не прям все, потому что их много, но скорее прочту, чем нет. Я все комментарии читаю и даже на многие отвечаю, вполне честно. То есть ты же понимаешь, да, у нас постоянный работник у YouTube-канала – это я один. Вот. И если кто-то им отвечает на комментарии, то, ребят, кто это? Конечно, это я, а кто? И тебя не ранит, когда они тебе что-то такое пишут неприятное? Кать, меня ранит не это. Меня ранит риск того, что я сейчас брошу свое любимое детище, а не то, что они мне что-то написали. Ты всерьез задумываешься об этом? Абсолютно я не могу делать то, во что я не верю. Очень просто. Внутри меня механизм такой. Подожди, а почему ты не можешь делать то, что ты хочешь делать, вне зависимости от того, как они на это реагируют? Это же твой канал. Да мне тоже это говорят. Ты знаешь, мне нравится, что люди смотрят там, да, что много смотрят. Ты тщеславная. Мне нужен резонанс. Я не могу в стол. Меня это повергает в шок. Тот факт, что собранные мной люди в эту суровую годину до страны имеют противоположные со мной взгляды. Больше того, они бы очень хотели добиться от меня ощущения, что ничего не происходит нового, что все как всегда, все по-прежнему, что никого не убивают тут рядом. Вот. Что я не интересуюсь политикой, как они ей не интересуются. Когда, политика стучится в ваши окна и двери, ребята, это не отдельная какая-то хреновина для других людей. Политика – ваша атмосфера. Почему-то там я. Почему-то я говорю этому фонарю, как вы заметили. Этому фонарю говорю: дорогой мой, политика – это твоя атмосфера, козел. Это та среда, в которой ты сейчас живешь, Тебе неужели наплевать на твой кислород или твой аквариум, в котором ты плаваешь? Вот. И я, не знаю, что мне делать, Кать. Ей-богу. Я пока что уже выпускаю 2 выпуска в месяц. Не потому, что я не могу выпускать 4, как всегда, а потому что я не знаю, что мне делать. Если тебя спросить, где родина твоя, ты какой из регионов вспомнишь? Ты знаешь, у меня нет такого понятия. Потому что мы постоянно переезжали раз, и у меня даже нет родного города. То есть последний город, где мы жили, это Вологда. Вот. А перед Вологдой было еще десяток. Мои бабушка и дедушка жили в Тбилиси, большую часть своей жизни. Масса моих предков похоронена в Тбилиси на кладбище мемориальном. Очень красивый у них пантеон такой прям. Просто с поколения назад, до начала 19 века, там мои предки лежат в Тбилиси на кладбище. Моя бабушка похоронена в Ташкенте с маминой стороны. Моя семья жила в Туркмении и в Узбекистане. Моя семья сейчас живет в Канаде, Израиле, Германии, в Великобритании. Возможно, это вообще не все. То я живу в России. Но это не то, что прям... Знаешь, когда люди говорят, они предали родину, они там забыли, что такое родина, то человек, который это пишет, предположим, он верит в это. Он думает, что каждый вырос и жил всегда в средней полосе России, и там живут все его предки, и они там похоронены, и тогда он предал там родину. Ребята, привет, моя родина, если так разобраться, Советский Союз, которого нет уже давно. Я живу сейчас в России. Родина ли это? Я думаю, нет. То есть потому что я могу жить завтра, не знаю, в Новой Зеландии, например, или там, не знаю, в Германии, в Канаде, в Израиле. И практически на сегодня я живу в Москве. И это для меня не особенно что-то значит.
На единственном языке я говорю хорошо, нормально, прекрасно, на русском. Больше ни на каком я не говорю. Вот если моя родина – это русский язык, вот это будет правда. А Москва точно не родина моя. Да и Вологда не родина. А что тогда моя родина, блин? Ну, я не знаю, у меня нет такого понятия. Ты от того, что у тебя нет этого понятия, страдаешь? Да вообще я не страдаю. То есть это немножко не в дугу быть космополитом, да? А особенно сейчас. Тонкий лед. Вот и вообще тонкий лед – это плохо. Но так всегда было. То есть я терпеть не могу эту власть, потому что она плохая. Вне зависимости от того, какая. Нет. Допустим, если бы это была власть, которую я выбираю на выборах, возможно, у меня были бы к ней более теплые чувства. Но я этих никогда не выбираю. Единственный человек, который сейчас есть у власти, за кого был отдан мой голос, это Собянин. Можете меня пинать. А почему, кстати? Я человек, который голосовал за Собянина. Это я, да, посмотрите на меня. А почему? Вот единственный человек у власти, за которого отдан мой голос. Да подожди, не кайся, ты объясни, почему. Блин, да он круто сделал в городе. То есть, да, он коррупционер такой же, как и все они. Ты это прям точно знаешь. Ну, конечно, а плитку тебе меняют здоровую 3 раза в год, одну и ту же хорошую. Ну, вряд ли уж так, потому что это хорошее было хуже, чем это хорошее. То есть в Германии бы сказали: чувак, а расходы? А ты зачем мне экономно тратишь деньги? То есть это из каких соображений? Наверное, это чьи-то выгоды, скажут ему в нормальном государстве. Ну, тут этого не скажут, но он, грубо говоря, нормальный мэр. Он сделал городу хорошо. И делает городу хорошо, и жителям удобно. То есть я чувствую, как мне удобно делают люди. Но за это я плачу тем, что я понимаю, что тут воруют, конечно, сильно. И единственный человек во власти, за кого отдан мой голос, это Собянин. Но это ничего не значит. То есть это не значит, что я его считаю там святым, или я за него проголосую второй раз, или я скажу, там, он пусть будет президентом. Нет. То есть для меня это на сегодня очень такой грамотный, неплохой, подходящий для меня мэр. А этих ребят остальных я вообще не выбираю. Они мне не нравятся. Я их не люблю. Ты никогда не думала отсюда уехать? Ну, я подумываю, но видишь, я же тут, как мы дома обсуждаем, что нам не хватает только лежачей бабушки. То есть вот мы какая-то команда, которая легка на переезд, как бы в кавычках. У меня 2 детей, 1 трехлетка в жесточайшем протесте. Очень такой пассажир, с которым дело иметь вообще не хочется, но надо делать вид, что все это фигня, мелочи и всегда любить. 2-й пассажир младенец 8 месяцев. Дальше берем 2 собаки. У одной кукушка улетела, когда она родилась. И 4-й пассажир – это собака 14 лет, у которого нет такого места, которым ему не лечили. То есть, представь, вот мы сейчас такие, оп, знаешь, как в том анекдоте, а теперь со всем этим мы постараемся взлететь. Вот. То есть это тебя останавливает, ничего другого? Ну, не это меня останавливает. Но это нехилая причина понимать, что я не то, что, знаешь, как это, есть выражение, трусики и бусики взял и улетел. Это не я. Вот. У меня очень большая инфраструктура, которая тяжела на подъем. И я пока не могу ничего сказать. Но я, видишь, тут вот как бы, ну, нельзя зарекаться. Мало ли как пойдут у нас дела тут в стране. А ты влюблена сейчас? Нет, я не думаю. Влюбленность – это новое чувство. Вот оно новое. А у меня семья. Там любовь. Все типа как должно быть. Почему ты так долго шла к детям? Это не медицинский вопрос, да? Это скорее вопрос... Кать, знаешь, возможно, мне сейчас немного рано в ментальном смысле. Хотя нет, не рано, нет, я гоню, не рано. В физическом смысле мне прям уже даже поздно, честно, знаешь. У меня, видишь ли, артроз. Вот. Это означает, что я не могу поднимать тяжести. Что такое тяжесть? Тяжесть – это что-то больше 3 килограммов. Ну, привет, ты как не можешь поднимать ребенка? Блин, ну это очень трудно. Короче, у меня есть физическое ограничение, оно мне сильно мешает. То есть, если бы у меня дети были бы раньше, появились, то его бы не было. То есть, у меня коленки были раньше лучше. Я уже из-за коленок и не бегаю. Мне Феликс говорит: ладно, я знаю, что не бегаешь, быстро ходи. Все, давай, я побегу, а ты быстро иди. Я говорю, я не хочу в эти догонялки. Ну, не знаю, случилось, как случилось. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие. Свобода или стабильность. Свобода. Правда или безопасность. Правда. Где мы с тобой увидимся через год? Я думаю, в Москве же. Ты
ты меня спрашиваешь? Нет, я думаю, ну, вариант такой, я думаю, в Москве. Ты в это веришь? Ну, это же предположение. Хочется, знаешь, ощущения гармонии, что все как должно быть. Этого нет вообще. Типа, знаешь как, я на своем месте. Я делаю то, во что я верю. Меня окружают классные люди. И все классно. Вообще нет этого. Ну, то есть люди-то классные. А больше ничего.